Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В сегодняшнем видео вяжу модную двуслойную повязку для головы спицами. Я использую пряжу от российского производителя Artland. Это нежнейшая ниточка, состав 45% норка, 20% мериносовая шерсть, 5% шелк, 20% нейлон, 10% металлик, пайетки. В 50 граммах 240 метров. Нить очень нежная и мягкая. Вязать буду в 2 сложения. После стирки многократно распушается. Также я приготовила круговые спицы номер 5, 2 пары для кругового бесшовного вязания, иглу для сшивания и маркер. Все необходимые ссылки, а также ссылку для заказа материалов и инструментов оставляю в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Делюсь очень простым способом, как определить количество петель на любой объем головы. У меня есть образец, связанный в 2 нити спицами номер 5, лицевая гладь. Образец уже постиран. Я хочу, чтобы повязка на голове сидела достаточно мягко и легко, поэтому сама контролирую то растяжение, которое мне нужно, и делаю замер. У меня получается на 8 сантиметров 13 петель. 13 делю на 8, умножаю на обхват головы 56, и полученную цифру мне необходимо набрать. Кратность узора не имеет значения, но в любом случае набирать я буду 90 петель. Откладываю запас нити примерно 2,5 метра в 2 сложения. Край перед работой. Беру вспомогательную спицу, она у меня розовая. Завожу ее сверху нити и делаю 1 оборот. Первая петля готова. Придерживаю спицу и петлю, беру основные спицы, которыми буду вязать полотно, и прикладываю их ниже вспомогательной спицы. Набор буду осуществлять с открытым краем петель для бесшовного вязания. Есть масса способов набрать петли с открытым краем. Ссылку на это видео оставляю для вас в описании. Выберите наиболее удобный. Теперь поочередно буду набрасывать петли на каждую из спиц. С верхнего указательного пальца набрасываю петли на нижнюю спицу, с нижнего большого пальца на верхнюю. Вот сейчас с указательного завожу между спицами и набрасываю на нижнюю спицу. С большого на верхнюю. Нить завожу между спицами и набрасываю поочередно на каждую из спиц. Вот по 4 петли набрано. Так продолжаю, пока на каждой из спиц не будет 90 петель. Последняя пара петель 90 на верхнюю и последняя на нижнюю. Теперь оборачиваю спицы так, чтобы ниточки запутались и последняя петля не распустилась. Придерживаю край, переворачиваю спицы так, чтобы розовая спица вспомогательная была внизу, основная вверху, и над основной спицей рабочая нить. Теперь беру край основной спицы, поправляю, чтобы не было перекрута петель по спицам, вспомогательную вытягиваю, а основными начинаю вязать лицевую гладь по кругу. Начинаю с лицевой петли, подхватываю рабочую нить и провязываю первую лицевую. Далее лицевые за заднюю стенку. Так вяжу до конца ряда, после чего перехожу на круговое вязание. Последняя петля тоже лицевая. Теперь необходимо замкнуть круг. Еще раз проверяю, чтобы не было перекрута по спицам. И вытягиваю леску.
в любой точке для того, чтобы перейти на круговое вязание. Делаю так, чтобы вспомогательные спицы мне не мешали, их в сторону. Первая петля снова лицевая, за ту стенку, за какую удобно, чтобы она не была перекрученной. Подтягиваю край нити и продолжаю вязать лицевую гладь по кругу. Сейчас необходимо провязать такое количество рядов, чтобы повязка была двойной. То есть ширина желаемой повязки умноженная на 2. Продолжаю ряд за рядом, протягивая леску, или если леска у вас короткая, то вязание будет проще. Я провязала 50 рядов глади. Это 20-21 сантиметр. То есть ширина повязки в половину меньше, будет 10 сантиметров. Точка начала набора петель — это и есть окончание рядов. Я убираю маркер, он был у меня для удобства, и отрезаю нить с запасом примерно 2,5 метра. Лучше отрезать немножко больше, чтобы точно хватило на трикотажный шов. Теперь перехожу к вспомогательным спицам. Здесь мне нужно сдвинуть точку начала ряда, для того, чтобы был красивый перекрут по повязке. Я на одну из спиц, в моем случае на левую, переношу 10-12 петель. Чем больше петель вы перенесете, тем более эффектный и выраженный перекрут будет. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Готово. Сейчас мое полотно сложено пополам, изнанка к изнанке. Здесь начало ряда. Несмотря на то, что я перенесла 12 петель, я совмещаю новое начало ряда со старым. То есть прям сдвигаю эти 12 петель. Сейчас буду работать только с левыми спицами. Вспомогательная, основная. Правые спицы я вытягиваю и убираю в сторону, чтобы они не мешали, делая доступ рабочей нити к моим спицам в левой руке. Нить уже вставлена в иглу. Сейчас я буду подхватывать поочередно петли, то с нижней, то с верхней спицы. Первая петля с нижней спицы. Ее подхватываю снизу вверх, то есть вот с изнанки на лицо. Как бы она ни была на спице, мне нужно ее подхватить, чтобы игла прошла с изнанки на лицо. Протягиваю всю длину нити. Аккуратно, чтобы не запутать. Не затягиваю этот шов, чтобы он был такой же эластичный, как и все вязаное полотно. Теперь перехожу на верхнюю спицу. Здесь мне нужно подхватить 2 петли. Первая петля подхватывается с лица на изнанку, то есть прокалываю петлю сверху вниз, так, чтобы она не была перекручена у основания. А следующую петлю, наоборот, подхватываю с изнанки на лицо. Если приглядеться, петли друг к другу спинками. Протягиваю нить. Также аккуратно, не затягивая. Теперь буду подхватывать по 2 петли. Снизу, сверху, снизу, сверху. Но важно, подхватываю ту петлю, которая уже задействованная в сшивании, и одну новую. Здесь ввожу иглу с лица на изнанку. И здесь с изнанки на лицо. Опять внимательно, петли друг к другу спинками. Так и должно быть для образования шва по лицевой глади. Снова то же самое по верху. Одну уже задействованную в сшивании ввожу в эту петлю
иглу с лица на изнанку, а в следующую с изнанки на лицо. Внимание, петли друг к другу спинками. Так и должно быть. Еще раз повторяю внимательно. С каждой спицы поочередно. Сейчас я подхватываю ту петлю, которая уже была задействована в трикотажном шве. Ввожу иглу с лица на изнанку в новую петлю с изнанки на лицо. Петли спинками друг к другу. И точно так же по верхней части сначала с лица на изнанку, потом с изнанки на лицо. Продолжаю сшивать. Количество петель на верхней и нижней спице у меня одинаково до конца ряда. У меня остаются последние петли, завершаю трикотажный шов. Верхняя спица и последние 2 петли нижняя спица. Теперь нужно соединить, чтобы не было отверстия. Тоже повторяя нитью шаги лицевого ряда. Верхняя петля уже задействованная и верхняя петля начала ряда сшивания, спинка к спинке. Протягиваю нить и возвращаюсь вниз в уже задействованную петлю и соседнюю, спинка к спинке. Отрезаю нить с небольшим запасом. Провожу одну половину нити внутри и создаю незаметный узелок. Не затягиваю, иначе это натяжение пойдет по всему шву. Прячу ниточки на изнанке. Теперь хорошенько поправляю полотно для того, чтобы петли смотрелись ровно. Это можно также сделать во время стирки. Изделие получилось очень нежное и красивое, при этом теплое и функциональное. К такой повязке на голову можно связать снуд-манишку. Видеоурок уже есть на моем канале. Ссылку на него оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!